Здравствуйте, с вами Елена Глозман, семейный психотерапевт, ДПДГ-терапевт, автор книг «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости» и «Счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной и интимной близости». Сегодня у меня такая тема – теория привязанности или эмоциональная близость. Почему я решила снять ролик об этом? Потому как уже много лет, очень много лет, с тех пор, как я пишу об эмоциональной близости, я вижу в сети постоянно какие-то лекции, какие-то просто отрывки, тупо отрывки как бы из моих книг, из моих статей, понятное дело, подписаны другими специалистами. Многие из этих специалистов очень даже известные. Вот. И я вам хочу сказать, что годами я за всем этим наблюдаю. Для того, чтобы с этим сцепляться, для этого должны быть силы, для этого должны быть какие-то внутренние ресурсы. Когда я впервые на это обратила внимание, было это в 2015 или в 2016 году, у меня этих ресурсов внутренних не было. Был достаточно сложный период, мне было абсолютно не до этого. Вот. А потом это идет уже как снежный ком. Часто эти специалисты, вместо того, чтобы подписывать именем Елена Глозман как основатель теории эмоциональной близости, да, то есть они это подписывают теория привязанности. Теория привязанности под Болби. Я вам хочу сказать, что я решила сделать такое домашнее задание, объяснить вообще, где теория привязанности, а где эмоциональная близость по Елене Глозман, для того, чтобы вы вообще понимали, о чем идет речь. Отдельный ролик по поводу вообще, кто такой был Джон Болби, я сниму это отдельно, мне кажется, тоже вы должны знать, о ком идет речь, но вот для начала, знаете, несколько моментов, которые, мне кажется, нужно их поднять. Во-первых, я вам хочу сказать, что я когда читала книги и лекции, опубликованные в сети Джона Болби, я вам честно скажу, я это называю генератором случайных чисел. Вот просто-напросто. Это... И так как он имел психоаналитическое образование, и он ссылается на Фрейда, и Фрейд, кстати, большая умница, и его труды и на сегодня они очень актуальны, и действительно как бы был большой человек. И вот он ссылается и на этого Фрейда, а потом он ссылается на этологов. А этология, чтобы вы понимали, это наука о поведении животных, которая изучает главным образом генетически обусловленное поведение, то есть инстинкты животных, да, и при этом Болби не исключал обучаемость, да, то есть если мы говорим об инстинктах, о какой обучаемости может идти речь, это мне не совсем понятно. Теперь, когда говорят о Болби, да, который вот основатель этой теории привязанности, как о человеке, который понимал, о чем он говорит. Я вам хочу сказать, что даже его жена, есть письма и замечательные работы, но это в следующем, наверное, ролике я это расскажу, что даже его жена говорила о том, что когда он говорил об отношениях, она его не понимала. То есть непонятно вообще, что он имеет в виду, как он имеет в виду. Теперь, в принципе, он был исследователем, он не был клиницистом, он не работал с детьми, он не работал с семьями, он не был семейным психотерапевтом. И он постоянно ссылается, вот если вы обратите внимание в его работах, да, если кто-то вообще решит прочесть его книги, его лекции, как это сделала я, то вы увидите, что он постоянно ссылается на опыт других специалистов, да, что вот в его практике были такие-то там пациенты, да, он постоянно говорит о других специалистах, он ссылается на опыт этих специалистов, он ссылается на теории других специалистов, и многие из этих специалистов, и постоянно он их опровергает, понимаете, неважно, речь ли идет об Анне или Зигмунд Фрейде, да, Мелани Клайн, то есть он ссылается и при этом опровергает, ссылается и опровергает, Жан Пиаже, да.
Карл Абрахам, Керен Хорни, то есть это все значимые очень имена в психологии, которые внесли свой вклад, и они огромнейший вклад просто вот в детскую психологию. Теперь, внимание, вопрос. Я вам хочу задать вот такой вопрос. Как возможно, да, если Болби описывает сближение между матерью и ребенком, так, в районе от рождения до 2 лет, каким образом это должно вообще повлиять на понимание отношений в семье? Как это вообще возможно, да? Особенно с детьми, которые старше 3 лет. Что он понимал о детях, которые старше 3 лет, и что именно он внес, что вот все сейчас ссылаются на эту теорию привязанности, да? И каким образом его теория должна помочь улучшить парные отношения, если в его книгах, в его лекциях отец, он вообще там не числился. То есть отцов такое ощущение, что их не было вовсе. Или Болби ссылается на свой опыт, потому как отца в его жизни практически не было, и 7 лет его уже отправили в интернат, да? Или он вот так вот он это воспринимал. И это реальный генератор случайных чисел, потому что, то есть, если читать его книги, я вам хочу сказать, опять же, на это будет отдельная лекция, да, то есть у тебя мозги вскипают, да, потому что он в одном абзаце умудряется провести противоречивые абсолютно мысли, понимаете, как бы абсолютно. Причем его мысли, они меняются, да, то есть лекции, о которых я говорю, это с 51 года, это человеку уже на секундочку было более 40 лет, он 1907 года рождения, да, то есть это уже возраст, когда специалист должен понимать, что он говорит, как он говорит, его идеи не могут меняться каждый там год или каждые 5. И я вам хочу сказать, знаете, иногда вот Facebook напоминает, подскакивают там разные посты, которые я публиковала 10 лет назад. Я вам хочу сказать, я их публикую снова, потому что я подписываюсь под каждым своим словом, которое я публиковала, да, там в возрасте энное количество лет, сейчас уже не важно, окей? Поэтому, то есть это важно понимать, что человек, который верит в то, что он говорит, его мнение, оно остается таким, как бы, с тех пор, как он это верит. То есть эта теория привязанности, вот все, что я говорю, она не может дать ответы по поводу отношений между родителями и ребенком, между партнерами, да, это невозможно. В своих же книгах, да, я постоянно пишу о парных отношениях, я пишу о том, как эти отношения влияют, как отношения парные влияют на отношения к ребенку, как отношения парные влияют на дружбу между детьми в семье, да, между братьями и сестрами, или наоборот на вражду между ними, да, именно вот отношения родителей. Все это описано в моей книге «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости». Вторая книга «Счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной близости», она направлена на улучшение как раз отношений между партнерами. Почему? Потому что это важно, во-первых, для каждого из партнеров. Да? Все-таки я верю в то, что люди достойны того, чтобы жить хорошей, здоровой жизнью, да, чтобы у них были хорошие супружеские отношения. А во-вторых, я еще раз говорю, что эти супружеские отношения, они влияют в конечном итоге на состояние ребенка или детей, понимаете? Теперь такие горе-психологи, как Болби, понимаете, вот это вот те люди, которые внесли абсолютно неправильное понимание по поводу вообще процесса воспитания, понимаете? Я вам дам пример из лекции 55 года. Специалисту, на секундочку, 48 лет, да, то есть это вроде дяденька, который в этом возрасте должен что-то понимать о воспитании. Он говорит в своей лекции: я полагаю, что нет более значимой задачи родителя, чем быть способным хладнокровно принять такие выражения дерзости ребенка, как «я ненавижу тебя, я ненавижу тебя, мамочка» или «папочка, ты скотина». Выдерживая, да, он продолжает как бы свои слова, выдерживая эти взрывы гнева, мы показываем нашим детям
что мы не боимся их ненависти и уверены, что она может контролироваться. Кроме того, мы обеспечиваем ребенка атмосферой терпимости, в которой может расти его самоконтроль. Я вам хочу сказать, что после вот подобных таких советов, да, то есть если вы помните, я помню, да, что в какой-то момент вот пошли вот эти вот веяния новые, вот эти вот в психологии, что с детьми нужно разговаривать, да, что Болби выступает вообще против наказания, особенно в маленьком возрасте, с детьми нужно разговаривать. То есть то, что ребенок когнитивно не развит, да, и многие, я вам хочу сказать, это абсурд, когда я вижу, допустим, сидит родитель на сессии с малышом, и родитель, то есть он забывает, что ребенок малыш, он разговаривает, как будто рядом с ним сидит 30-летний, 40-летний там мужчина, понимаете, то есть, ну, речь должна же быть в соответствии с возрастом ребенка, понимаете. Теперь, когда позволяется вот такое детям выражение там ненависти, выражение таких слов, понимаете, то есть таким образом вы учите своего ребенка, что это можно с вами делать, что можно вам сказать всякие гадости, да, что можно подойти ударить, да, то есть многим людям им очень сложно, с одной стороны им очень больно, когда ребенок их бьет, и я говорю про малышей, понимаете, с другой стороны они не знают, что делать, и чем это все чревато? Чревато тем, что эти малыши в конечном итоге, они же вырастают, понимаете, и потом эти семьи уже обращаются ко мне с агрессией детей по отношению к их родителям. Понимаете, то есть я уже работаю с тем, что ребенок позволяет себе уже не просто там обматерить там свою маму или папу, понимаете, но вместе с этим уже может подойти и ударить, понимаете, то есть это все очень-очень опасно, вся вот эта вот чушь, понимаете. Теперь очень важно поощрять ребенка, очень важна любовь, поддержка, все это ведет к эмоциональной близости, все замечательно, но при этом правильные наказания, они необходимы в воспитании детей. И все это я очень тщательно описываю в своей книге «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости». Пожалуйста, почитайте. Мне кажется, очень доходчиво я все это объяснила, понимаете, потому что мы живем в обществе, понимаете, мы не живем на необитаемом острове, мы живем в обществе, мы живем в определенных рамках, в определенных границах, и, соответственно, своих детей мы тоже должны с любовью, с поддержкой, но воспитывать в этих границах. И то, что дозволяется ребенку в семье, ну, соответственно, он таким образом и учится проявлять это потом в садике, потом в школе, а потом вот таких вот детей приводят с 6 лет, когда вот они идут в 1 класс, и вдруг им учительница говорит, что так как ребенок не умеет, не понимает, что такое дисциплина, да, потому что его в семье никто и не научил, что такое дисциплина, то в 6 лет их уже направляют к психиатру, да, для выявления ADHD, понимаете, проблем с концентрацией внимания, с гиперактивностью, то есть все это очень-очень как бы чревато. То, что я вам говорю, я не говорю это вот просто потому, что я взъелась на Болби, потому что это полная чушь. У меня, слава богу, как раз есть достаточный опыт в работе с семьями, чтобы говорить вам об этом. При этом Болби продолжает, да, в следующей его лекции, что я считаю и, конечно, надеюсь, что если общая основа чувств и взаимоотношений является хорошей, то случающиеся время от времени вспышки гнева, обратите внимание, да, или шлепание ребенка приносят мало вреда. Они, конечно, помогают облегчить наши чувства, а также, возможно, продемонстрировать нашим детям, что, по-видимому, у нас есть точно такие же проблемы, как и у них. Такие спонтанные выражения чувств, возможно, с последующими извинениями, если мы зашли чересчур далеко, можно резко отличать от наказания с его формальным допущением, где лежит правота и неправота. Афоризм Бернарда Шоу, что ребенка никогда не следует бить, кроме как под горячую руку, хорошо подходит в данной связи. Что
хочется, знаете, выразиться, вот как вы часто слышите в американских фильмах, понимаете, просто слов нет. Самое опасное для ребенка – это когда родитель позволяет себе относиться к нему как к груше для битья, как к козлу отпущения. Когда родители избивают своих детей, понимаете, это уже насилие в семье называется, ребята, это называется насилие в семье. Когда родитель, вот потому что вот он пришел уставший с работы, и ребенок попал ему просто под горячую руку, и вот он его просто избивает, понимаете. Это как раз-таки называется насилие в семье. Вы послушайте, я когда говорю про наказание, оно же может быть разное наказание. Наказание опуститься на уровень ребенка и посмотреть ему в глаза и сказать низким голосом: этого нельзя делать. Ты понимаешь, что этого нельзя делать? Понимаете, это тоже наказание. Разозлиться и сделать насупленное такое лицо для ребенка — это тоже наказание. Поставить его в угол по времени, да, там, если ребенку годик, то на 1 минуту, если ему 3 годика, на 3 минуты, не на полдня, это тоже наказание, понимаете, но наказание, оно должно быть здоровым, оно должно быть правильным, должно быть в соответствии с возрастом ребенка и должно быть проявляться, должно уважение не только по отношению к родителям в семье, но и по отношению к детям. Что это такое, понимаете? Никогда нельзя срываться на ребенке. Если это происходит, здесь абсолютно нечем гордиться, понимаете, нечему здесь радоваться. Да, мы все люди, да, это может произойти, никто не идеален, понимаете. Те, кто говорят о том, что кто-то идеален, обычно не воспитывают своих детей, или кто-то другой воспитывает детей, или у них нет своих детей, понимаете, всякое в семье может произойти. Ну, гордиться здесь нечем, окей? Теперь. Болби не рассматривает влияние происходящего ни в прошлом, ни в настоящем, да, то есть вот все травмы, которые пережили родители, то, о чем я очень много пишу, очень много говорю, что это, да, влияет, наш прежний опыт влияет. Не только то, как мы относимся к себе, обратите внимание, это влияет на то, как мы относимся к своему партнеру, к партнерше, это влияет на то, как мы относимся к своим детям, понимаете, оно все влияет, все, то есть травмы, они влияют. Теперь, Болби, чем он занят в своей теории привязанности, да? Он занят описанием того, как происходит сближение. И нет, это не метафора, окей? То есть, когда Болби пишет о сближении, это не метафора, это не какое-то образное, не образная какая-то форма выражения, понимаете? Речь идет только о матери и о малыше, то есть отцов, видимо, там вообще никаких не было, понимаете? То есть он о чем говорит? Он говорит о ориентировочной сигнальной активности младенца, плач, улыбка, лепет, жестов, его следование за матерью, цепляние и другое. Например, рассматривая особенности реакции сосания, Болби устанавливает, что она имеет 2 разные формы. Помимо той, которая связана с получением младенцем пищи, имеется еще одна составляющая неотъемлемую часть поведения привязанности, направленная на достижение близости. Что это? Какая близость? То есть, когда я пишу об эмоциональной близости, я имею в виду эмоциональную близость, она не связана с тем, покормил родитель грудью или не покормил родитель, понимаете? Это вообще никоим образом не связано, понимаете? Полное непонимание парных отношений выглядит у основателя теории привязанности таким образом. Родитель, который испытывал ревность к младшему сиблингу, может начать испытывать необоснованную враждебность к новому маленькому чужаку в семье, чувство, которое особенно знакомо отцам. Да, то есть у человека явно не было никакого понимания вообще, что такое парные отношения. Да? То есть ему настолько хотелось, опять же, из письма его жены, настолько хотелось прославиться, понимаете, что он готов был, я не знаю, говорить что угодно, лишь бы сказать, это называется.
То, что обычно влияет на отчуждение отца по отношению к своему ребенку, это не связано с его опытом, с его братьями или сестрами в детстве, понимаете? Это связано прежде всего с его отношениями с его супругой, понимаете? И если есть ненависть в семье, неприязнь в семье, холодность в семье, и неважно, вот эта неприязнь, она в открытой форме или она в скрытой форме, это неважно, понимаете, это в конечном итоге выплескивается все на ребенка, на несчастного ребенка. Особенно, об этом я также пишу в своей первой книге «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости», особенно если этот ребенок, он фаворит матери, понимаете, как бы так это работает. Понимаете, поэтому, но это никак не связано с тем, вот о чем говорит Болби. В своей лекции Болби говорит также такие слова: хотя я твердо и даже страстно являюсь сторонником той точки зрения, что текущие ситуации, с которыми сталкивается младенец или маленький ребенок, решающие важны для его развития, я повторяю, что мне не хотелось бы производить впечатление, что теперь нам известно, как помочь всем детям вырасти без эмоционального расстройства. Конечно, он не может утверждать, потому что, в принципе, он ничего не сказал, понимаете, он ничего не сказал об этой теории привязанности, понимаете, как происходит эта привязанность. Вместе с тем, в своих работах, в своих книгах об эмоциональной близости, и неважно, первая ли книга, которая касается детско-родительских отношений, «Любящая семья. Рождение эмоциональной близости», или вторая книга «Счастливый брак. Практическое руководство для пар по созданию эмоциональной и интимной близости», которая направлена на улучшение именно парных отношений, понимаете? Я там, да, говорю о том, что прорабатывая, сближаясь эмоционально, когда мы действительно вот вырабатываем эту эмоциональную близость, развиваем ее, не могут быть никаких ни эмоциональных, ни психических, ни психологических расстройств. Это нереально просто, понимаете? Люди, они действительно меняют свою жизнь, у них меняется восприятие самих себя, у них меняются отношения. Дети, которые говорили о самоубийстве, эти мысли прекращаются, понимаете? Дети, которые были чужаками в своей среде, у них появляются вдруг друзья, понимаете? Успеваемость улучшается, потому что я пишу об этом годами, что да, эмоциональное состояние ребенка влияет на его успеваемость. Пары вдруг ощущают чувство, понимаете, и удовольствие, особенно от интимных отношений, которые они в жизни своей не испытывали, понимаете. Это называется эмоциональная близость. То есть, работая по методу эмоциональной близости, люди действительно достигают того, о чем они даже не мечтали. И поэтому я, да, могу это утверждать, потому что я, да, выстроила эту систему. И поэтому мое обращение к тем коллегам, которые выдают мой труд за работы Болби: пожалуйста, будьте добры, начните читать. Окей? То есть я понимаю, что началось это всегда там с первого, потом второй ссылается на первого, пятый ссылается на там, четвертого, понимаете, я все это понимаю, но читать начните, потому что это слышится просто, просто полный бред, понимаете. И, пожалуйста, уважайте труд ваших коллег и называйте все своими именами. И то, что касается эмоциональной близости по Елене Глозман, называется эмоциональная близость по Елене Глозман. И, как я уже сказала, отдельный ролик я сниму уже по самому Джону Болби, потому что личность, я вам честно скажу, что если бы вот не вот это вот все мракобесие в сети, то я бы им не занималась, понимаете, я была вынуждена начать это все читать, но я с удовольствием вам расскажу уже, посвящу вот отдельный ролик его личности. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Была с вами Елена Глозман. Спасибо.